Всем привет, дорогие друзья! Это многосерийное шоу аниме под камерой обскурой, состоящее из одной серии, и я, его ведущий, Анимье. В этом многосерийном шоу, состоящем из одной серии, я, его ведущий, Анимье, рассказываю про лучшие сериалы прошедших сезонов, которые никто не посмотрел, и убеждаю вас в том, что посмотреть их нужно. С прошлой серии прошла бесконечность, потому что ее не было, так что давайте уже перейдем к делу поскорее. Пока Madhouse продолжает скрывать свой полный потенциал, пользуясь помощью первокурсников факультета 3D-анимации, а Титанов уже никто не смотрит, боец Баки сталкивается со спонтанным пришествием нескольких очень сильных мужиков, которые без всякой на то причины хотят с ним подраться. Но сегодня не об этом, сегодня о хорошем, о High Score Girl. High Score Girl – это пример сериала, в котором ломают стереотипы не просто для того, чтобы выделиться таким образом, а для того, чтобы сделать историю более интересной и правдоподобной. То есть это не какой-то вызов аниме-сообществу, а что-то обособленное, романтика, которая не идет по общепринятым канонам и основывается на реальной жизни. Но поначалу так не кажется. Сюжет вращается вокруг двоих главных героев. Неудачника, который преуспевает только в играх, и дочки богатых родителей, которая в глазах окружающих олицетворяет идеал. Звучит как совершенно стандартная завязка. И если предсказывать, основываясь на опыте просмотра третьесортной романтики, то девочка должна оказаться недотрогой, которая чуть что бьет мальчика, тем самым рождая комичные моменты. Поначалу все и выглядит именно так. Кажется, будто герои подыгрывают стереотипам. Я думаю, именно поэтому Кирилл Сойров, который очевидно не смотрел это аниме, так и описал High Score Girl в своем никчемном ролике. Но слава всему, что это многосерийное шоу, аниме под камерой обскурой, состоящее из одной серии, и я, его ведущий, Анимье, не являемся никчемными. Поэтому мы будем смотреть гораздо глубже, чем половина первой серии. Первое, что бросается в глаза или скорее в уши, это то, что главная героиня вообще не разговаривает. Иными словами, автор манги, на которой основан сериал, очевидно познал формулу создания лучшей женщины на планете. Но это не все, он пошел еще дальше. Мало того, что она не говорит, так при этом, если она чего-то хочет, то она заявляет об этом напрямую, пускай и невербально. Она не ведет себя так, будто ее избранник обязан читать ее мысли. И не строит из себя конченую мразь, если тот не угадал цвет носков, которые она хотела, чтобы он сегодня надел. Кажущийся образ недотроги или цундеры обусловлен тем, что с самого раннего детства у нее практически нет времени на игры. Ее родители проявляют излишнюю строгость по отношению к ней. От этого, как известно, вырабатывается замкнутость и асоциальность. Так как у нее не очень хорошо получается идти на контакт с окружающими, девочка отвлекается от домашнего давления с помощью уже не новомодной на тот момент, но все еще не общепринятой забавы – посещения игровых клубов. На дворе начало 90-х, а потому игровой сценой в клубах правят файтинги и скроллеры. Самые известные представители файтингов в России – это Mortal Kombat и Tekken, но в Японии геймеры увлекались стритфайтером. Важно заметить, что большинство наиболее популярных во всем мире игр в то время являлись японским продуктом экспорта. Самая влиятельная игра, привнесшая в индустрию такое понятие, как уровень сложности, растущий со временем игры, Space Invaders, тоже родилась в Японии. Это обусловлено послевоенным взрывом экономики в Японии, достигнутым посредством перенаправления милитаризированных заводов и инженеров в сторону бытовой техники. И не только. Учитывая специфику игр и японского общества того времени, игровые клубы в основном населяли либо дети, открытые ко всему новому, либо люди, не сумевшие влиться в общественную жизнь. На стыке двух классов и находится наш главный герой. Когда описывают какой-либо показатель деятельности человека, в первую очередь представляют оценку успешности этой деятельности. В нашем случае касательно обучения главного героя даже слово «успешность» в одном предложении со школьной жизнью Ягучи Харуо звучит неуместно. Проще сказать, что он безуспешен во всех смыслах, от академической успеваемости до социальной жизни. Потому в порыве компенсации он тратит все деньги своей матери на развитие игровых навыков и создание некой легендарной личности в среде постоянных посетителей игровых клубов. Доподлинно неизвестно, сам ли он себе придумал это прозвище или это работа окружающих, но есть основания полагать, что он даже добился некого успеха, ведь посторонние иногда называют его «пальцем насилия». Ягучи Харуо растет без отца, его мать очень молода, но в финансовом плане особых проблем их семья не испытывает. Несмотря на всю тяжесть ноши, мать Харуо ведет себя крайне энергично, и на многих форумах ее прозвали лучшей мамой.
Обстоятельства развода родителей Харуо неизвестны, но есть основания полагать, что именно он стал причиной такого поведения Харуо. Вполне вероятно, что его мать испытывает некоторые чувства вины перед сыном и компенсирует это своим мягким отношением. Несмотря на кажущееся разлагающее влияние геймеров на общество, я считаю, что к геймерам относиться плохо нельзя, хотя бы по причине глобального потепления. С этой точки зрения они святые. Если типичный человек, стремящийся к успеху, тратит множество денег на различные вещи, требующие огромных затрат энергии, от самолетов до кондиционеров, то геймерам всего этого не нужно. Да, компьютеры и игровые сервера нельзя назвать безвредными для природы сущностями, но перелет на самолете с точки зрения создания парниковых газов из расчета на одного пассажира бизнес-класса в Токио из Москвы и обратно равен 15 053 часам безостановочной игры в Майнкрафт, или почти 2 годам игры 24 часа в сутки на прожорливом компьютере с не слишком эффективным блоком питания. Я подошел к этому расчету достаточно серьезно. Все ссылки на источники в описании. Задумайтесь. В один из дней, когда святые геймеры продолжали заботиться о планете Земля, наши главные герои сталкиваются вместе в игровом клубе. Мотивы, заставляющие их посещать эти места, с одной стороны разные, а с другой одинаковые. Они вместе пытаются убежать от реальности. Тем не менее, не только они пытаются убежать от реальности, но и ты вместе с ними, когда смотришь аниме. Моя похвала о необычайной правдивости отношений главных героев немножко лукава. То обстоятельство, что герои, которые учились в одном классе, вдруг оказались за одним игровым автоматом в одно и то же время, достаточно неправдоподобно. Хотя, учитывая, что их школа находится в том же районе, это не так уж и странно. Но даже если остановиться на неправдоподобности этой ситуации, разве это плохо? Ведь именно баланс реальности и нереальности заставляет нас вовлекаться в художественные произведения. Мы ищем того, чего не может быть, но это что-то все равно должно обладать реальными качествами, чтобы мы могли в это поверить. Архетип геймера, который слишком глуп, чтобы понять чувства девушки к себе после 1000 миллионов намеков, слишком нереален. И здесь кажется, что поначалу главный герой является таким геймером. Он чувствует соперничество, возрастающее между ним и главной героиней, когда та побеждает его в игре, в которой он считал себя лучшим. Но этот мальчик постепенно осознает, что он сам себе врет. Его внутренний голос, наличие которого я обычно критикую, олицетворяет не лень режиссера, который просто не смог придумать, как адаптировать мангу в аниме, а внутреннюю борьбу. Первоначально этот голос яростно утверждает, что Оно Акира, девочка, которая сидела напротив, его раздражает. Но нечто глубже этого голоса, что уже не озвучивается, незримо спорит с ним, постепенно отвоевывая право на реализацию своих желаний. Тем не менее, победа глубинных чувств, которые герой первоначально отрицает, происходит не мгновенно. Время идет, и именно из-за своей медлительности Харуо сталкивается с непреодолимой реальностью, которая влечет его к некоторым обстоятельствам, являющимся спойлером. Если постараться не нарушать неожиданность сюжетных поворотов, то можно сказать так: главные герои являются детьми, а от детей, особенно в богатых клановых семьях, мало что зависит. У родителей может быть совершенно другое видение будущего своих потомков. Но закончим со спойлерами и вернемся к похвале. Это аниме не про родителей, а про детей, и потому нельзя не заметить исключительно точное отображение мира глазами ребенка. Привычка все преувеличивать и упрощать до черного и белого, а также ощущение всеобщей несправедливости по отношению к самому себе, обернуто в обложку юмора. Это могут быть как короткие и поначалу кажущиеся бессмысленными шутки, так и сложные описания атмосферы игровых клубов посредством выдергивания основных типажей самых запоминающихся посетителей этих клубов. Примерно так и работает детская память. Если Кирилл Сойеров посчитал, что кроме периодического насилия Акиры над Харуо в этом аниме больше нет никаких комических моментов, то он, опять же, либо не смотрел это аниме, либо непроходимо туп. Несмотря на то, что достаточно большая часть сюжета вращается вокруг компьютерных игр, это аниме все-таки про отношения. Оно охватывает несколько лет и этап взросления главного героя. Но любовь автора манги к играм все же дает о себе знать. Больше всего удивляет наличие реальных названий игр, детальное отображение геймплея, каких-то локальных мемов, связанных с этими играми, и вот такие моменты.
Графический дизайн первоначально может вызвать отвращение у непосвященного зрителя, но присмотревшись, ты поймешь, что этот стиль больше всего подходит для этой истории. Выражения лиц главных героев анимированы настолько показательно, что даже Акира, которая ничего не говорит, читается как книга. High Score Girl — это реальная и чистая история развития отношений между детьми, которая начинается с побега от реальности. Но все не так гладко. Из-за чрезвычайной непопулярности этого сериала нормальных переводов на русский не существует. Именно поэтому я лично взялся за перевод этого сериала и выкладываю его в свою группу ВКонтакте. На данный момент переведено уже 5 серий из 12. Ссылку на группу ты найдешь в описании. Это было многосерийное шоу аниме под камерой обскурой, состоящее из одной серии, и я, его ведущий, Анимье. Увидимся через бесконечность.